Всем привет! Если понятие двухсторонней елочки при прошивке вам не дает покоя и тех видео, которые есть уже на канале, вам недостаточно, то сегодня я вам покажу еще один способ, как прошить свое изделие и получить косые стежки с двух сторон. Изучил много роликов, некоторые мастера шьют так, как я показал в предыдущих видео, а способ некоторых он отличается, я попробовал повторить и сегодня поделюсь с вами своим опытом. Прежде всего нам нужно сделать отверстие под шов. Для этого используем специальные пробойники с косым зубом. Они есть разные, с разным шагом, от разных производителей, но суть одна и та же. Они делают отверстия под определенным углом. Чтобы не отвечать на вопросы, где купить пробойники и подобное, под видео оставлю все ссылки на товары с AliExpress, которые покупал за время своей работы с кожей. А теперь сама технология прошивки. Значит, есть у нас две иголки, шьем мы слева направо. Отверстия в данном случае должны обязательно быть с наклоном на нас, то есть нижний угол отверстия он будет от нас дальше, верхний угол отверстия будет к нам ближе. Шьем мы слева направо на себя. То есть и первая иголка у нас идет та, что в левой руке. Проходим отверстие, с правой стороны ее подбираем. И здесь нужно вот таким вот образом поднять нашу нитку. Чтобы правая иголка, она прошла как бы в нижний угол нашего отверстия. Дальше петелечку вот эту опускаем и затягиваем. Повторяем. Значит, первая иголка прошла та, что с левой у нас стороны. С правой стороны так вот подбираем иголочку и поднимаем вверх. Правая иголка заходит в нижний угол нашего отверстия. Немножко проходит. Потом петельку эту упускаем и затягиваем. Еще раз повторяем. Только чуть более ускоренно. Сначала с левой стороны поднимаем нитку в верхний угол, в нижний угол проходит у нас правая иголка, петелечка опускается и затягиваем. Теперь что происходит у нас с правой стороны? Значит, левая иголка заходит к нам на правую сторону, мы ее вынимаем и поднимаем нитку в верхний угол нашего отверстия. В нижний угол нашего отверстия мы просовываем нашу иголку с ниткой, та, что была правая. Опускаем петелечку, затягиваем. Еще раз. Левая иголка проходит, подбираем ее под как бы иголку, да, поднимаем вверх. Здесь запускаем иглу в нижнее отверстие, в нижний угол отверстия. С левой стороны опускаем петельку и затягиваем. Еще раз. Еще, только более ускоренно. То есть с левой стороны заходит иголка, мы ее поднимаем. Правая иголка у нас пошла на левую сторону, на нее как бы опускаем петельку и затягиваем. Еще один ракурс, постараюсь показать, как это происходит глазами мастера. В общем, левая иголка проходит на правую сторону, потом мы это все поднимаем вверх, эту ниточку. Вот еще раз, левая игла прошла на правую сторону, мы ее подбираем, поднимаем нитку вверх, в нижний угол отверстия заводим правую иголку, петельку с левой стороны опустили и затягиваем. И хочу, чтобы вы еще обратили внимание именно на затяжку нити. Так, это вверх, то есть сюда. То есть нить мы затягиваем по диагонали. В правой руке нить идет вверх, в левой руке нить идет вниз. Таким образом нужно затягивать, чтобы у нас получились как бы косые стежки. Теперь можно оценить результат, который у нас получился. Значит, шов с левой стороны.
Вот мы с этой стороны заводили первую как бы иголку. А вот стежки с правой стороны. Результат будет отличаться на разных толщинах, на мягкой, на плотной коже, в зависимости от выбора нити, от выбора пробойников, потому что зубья даже там вроде бы пробойники и получается с косым зубом, но параметры зубьев разные, и шов тоже будет выглядеть немножко по-разному. Возможно, у вас будут какие-то дополнения или же остались вопросы, пишите их в комментариях. Если видео было полезным, ставьте лайки, добавляйте себе подборочки и спасибо за просмотр.